Ну что ж, ребятки, приветствую всех. Сегодня мы с вами посмотрим очень веселую аркадку, которая называется Good Like Burger. Божественный бургер. Вот так вот. Игра представляет из себя обычный симулятор аркадной столовки, в котором мы будем делать бургеры из посетителей. Поехали! Итак, я начну сейчас показывать игру просто с какой-нибудь серединки. У меня здесь много чего прокачано. Вкратце сейчас расскажу. В данный момент мы видим что-то типа лобби между уровнями. Здесь мы можем покупать продукты, прокачивать наш ресторанчик, различные обилки, самого главного персонажа, повара, узнавать кое-что о наших посетителях. И, конечно, самое главное, мы будем делать бургеры, к сожалению, из всех ингредиентов, кроме мяса. Мясо мы не можем купить, мы можем только его добыть из самих же посетителей. Как это будет сейчас происходить, вы скоро увидите. Также я вам покажу, что здесь есть небольшая даже цепочка типа с сюжеткой. Между смертями можно сохранять денежки. Кстати говоря, если вы умираете, практически весь прогресс, все уровни, которые вы прошли, сбрасываются до нуля. Не сбрасывается только ваш сам ресторан, все ловушки и ваш персонаж. То есть все, что вы прокачали и вложили деньги. Так, давайте посмотрим. Каждый день тут счета выставляются, я смотрю нам. Это нужно, кстати говоря, оплачивать регулярненько, иначе придут коллекторы. Тут мы можем летать между планетками. На каждой планете можно все больше и больше зарабатывать, но там более привередливые клиенты инопланетяне. Здесь у нас за пультом управления ловушки, которые мы можем покупать и улучшать. У каждой ловушки есть определенный урон, датчики движения, перезарядки и так далее. Какая-то различная автоматизация. Это нужно, чтобы убивать клиентов и из них потом делать бургеры. Ну, тут еще немножечко всяких приблуд. Из остатков можно делать... Из остатков пришельцев можно делать различные соусы, которые будут заставлять других пришельцев либо ходить чаще в туалет, либо в курилку. После чего именно в этих местах мы из них и делаем котлетки. Итак, начинаем уровень. Сейчас я посмотрю вообще, где мы находимся. Игра достаточно легкая, быстро прогружается. Сам бургер один и тот же. Единственное, каждый день появляются какие-то новые различные ивенты. Ну что ж, давай начнем. Здесь у нас тут есть... Так, мы на самой первой планете, у нас здесь бобрики. Единственный вид инопланетян. Первых бобриков можно сразу же замочить. Просто так делаем, они начинают атаковать. И просто начинаешь рубить их. Просто вот так. Он хотел покушать, а покушают его. Так, нам теперь нужно, видите, у нас кровавые следы. Нам нужно помыть ручки быстренько. Здесь в ванной, пока там новые посетители идут, мы видим, что слева сверху идет переработка переработка того самого пришельца, который... Тут вот этот ивент. Нужно вот этих маленьких пришельцев убивать, иначе они у нас украдут секретный ингредиент. А мы знаем, что это за секретный ингредиент. Здесь можно ослепить пришельца, и пока он в стане, просто нахерачить его. Вовремя убрал бургер. А теперь надо, пока меня не заподозрили, быстренько помыть руки. Блин, я не успеваю. Успел на 89%. Если бы я не успел, пока он на меня смотрит, что я в кровище, он бы меня начал атаковать. Ну, мы видим опять-таки слева сверху, что этот пришелец уже уровень беспокойства уже не проявляет. Так, закидываем все обратно. Итак, поехали. У нас заказ номер 2. Берем сразу же мяско. Я сразу 3 мяса возьму. На каждую плиту кладу по мясу. Впоследствии, кстати говоря, будет очень важно выбирать, какое именно мясо. Видите, тут из разных пришельцев можно мясо делать. Соответственно, мы сейчас на первой планете. На первой планете у нас только бобрики. Так, извини, друг, но тебе здесь смерть. Ты улетел нахер. А твое мясо пригодится нам в будущем.
Так, мясо готово, я выкладываю вкусненькие котлетки на раздачу. И теперь смотрим. Так, заказ номер 3. Ой-ой-ой-ой, пришелец украл у меня секретный ингредиент. Так, заказ номер 3, просто котлетка. Кладем, соответственно, котлетку в булочку и на раздачу заказ номер 3. Прям как в Макдональдсе, слушайте, если кто-то работал в Макдональдсе, то вы знаете, что это такое. Так, этих маленьких гаденышей нужно обязательно отгонять, иначе они привлекают внимание полиции, а нам это совершенно не надо. Заказ номер 5. Бургер, булочка с сыром. Соответственно, добавляем котлетку туда и отдаем 5-й заказ. Отлично, поехал. У нас гости подходят все больше и больше, поэтому новые котлетки мы продолжаем жарить. Так, 6-й заказ у нас остался. Опять простая булочка. Да что ж этот пришелец задолбал, отвлекает он меня. Просто отвлекает. Вот тут в курилочке можно прихлопнуть 7-го. Берешь так, оба! И из ружьишка его кикаешь. И он улетает нахер. Кстати говоря, это было чисто. Если вы убиваете с ловушками, с помощью ловушек посетителей, то крови на ваших руках не остается. Это очень удобненько. Так, 9-й заказ. Опять булочка с сыром у нас идет. Прекрасно. Как видите, ничего сложного не происходит. 8-й заказ, булочка с луком. Все довольно быстро происходит. Отдаем заказики. Пришельцы сладенько кушают. Кстати говоря, можно на пришельца скинуть, например, вентилятор. Естественно, это почти будет ваншот. А можно сделать так, чтобы табло заказа выстрелило шипами и тоже унесло челика. Просто унесло. 10-й заказ булочка. Завираем. Слушайте, да, честно могу сказать, что когда только начинаешь в эту игру играть, сначала ничего не понятно. Это вот сейчас, вот если вы видите, что я делаю, более-менее как-то, становится понятно. Челики подходят, делают заказ, мы, соответственно, берем мясо, кладем на жарку, потом перекладываем на раздачу, добавляем необходимые ингредиенты и вроде как все. Но на самом деле еще непонятно, каким образом... по крайней мере, поначалу, как именно механика происходит, механика убийств, как именно происходит, механика добычи мяса. Вообще, поначалу, честно скажу, вообще ничего не понятно. Вот этот счастливый инопланетянин, его можно тут его ослепили, а потом просто заколошматили. Правда, теперь мы по уши в кровище. Ой, блин, бургеры испортились. Фак. Нет. О, жаренки. Кошмар, целых три мяса испортилось. Боже мой, я слишком долго был в зале. Блин, еще инопланетянин украл рецепт. Вот так вот, когда увлекаешься слишком получением мяса из посетителей, к сожалению, надо за ивентами следить. Видите, теперь один из пришельцев заметил, что слишком у меня были руки долго в кровище, и он посчитал, что типа мы здесь злые убивцы. Но на самом деле так оно и есть. Ну, а что поделать? Так, у нас уже 500 баксов. Это, в принципе, вполне неплохо. Последняя волна посетителей. Давайте мы их откатаем. Так, смотрим. 16-й заказ. Лучок. Что-то он очень поздно как-то. Так, 16-й есть. 15-й простой бургер. Так, 17-й с сыром. И, похоже, еще одной котлетки у нас не хватает, да? На 18-й давай сделаем. Каждый вкусно покушавший посетитель добавляет нам репутацию для нашего кафе и, конечно же, оплачивает сам бургер. Но, как вы поняли, мясо, кроме как из посетителей, добывать просто неоткуда. Поэтому выгодно сначала накормить посетителя. Некоторых посетителей нужно отпускать. Некоторых посетителей нужно нюкать как бы на месте. Ну вот, например, 19-й. В принципе, я не хочу его особо отпускать. Хочу из него сделать мясо, чтобы на следующий день мне это мяско пригодилось. Вот, все, он идет в переработку. Я пока помою руки. Блин, опять у меня
Посетители сейчас своруют, они своруют. Я не успеваю, что ли? Нет, я успел, я успел. Вот, выбил у него буквально из рук секретный ингредиент. К сожалению, у меня котлетка одна испортилась. Выкидываем ее. Так, остался 18-й. Ну, давай я уже сделаю этот 18-й заказ. Булочка с томатами. И все вроде как. Ну, вот этот, например, уже покушал. В принципе, если в зале никого нет, его можно нюкнуть вентилятором. Опа! И улетел. Главное, не забыть труп убрать. И руки после этого помыть еще. Руки не надо мыть ловушкой. Его ловушкой убили. Отлично. Последний 18-й заказ. Обрабатываем. И все. Так, еще один пришелец пытается украсть у меня что-то. Блин, на самом деле я в этот раз целых 3 звезды от полиции получил. Это довольно много. Звезды от полиции постепенно уменьшаются. О, да ладно, а я могу на них сбросить вот эту штуку? Блин, вообще прикол будет, если я ее сброшу и заминусую монстра этого. Но я не буду это делать. О, да ладно, тот его стукнул, тот стан получил. Блин, да что ж такое-то? Не получается. Вот решил посетитель вернуться, а? Какой хитрый. Куда он? Куда он пошел? Ну, слушайте, я не виноват, что он сам туда пошел. Мне главное сейчас случайно не увлечься этим делом. А то сейчас приближит перешелец. И мне накидает еще одну звезду от полиции. А не хотелось бы. Нет, я успеваю. Хорошо, что... О, все. Конец уровня. Слушайте, мы, смотрите-ка, и репутацию вверх чуть-чуть подняли. 9 обслужили, покушали. 9 рыб мы убили, заработали $800. Ничего себе. 100 баксов чаевых. Общая репутация пошла вверх в сумме. Ну и, короче, все довольно круто. Вот такая вот игруха. Соответственно, в перерывах между уровнями мы обязательно должны сейчас, где там, заплатить налог нужно обязательно за аренду, иначе в следующий раз нам придется еще и с коллекторами разбираться. Давайте посмотрим, что тут у нас. За 4-й день 130 баксов давайте заплатим. За 5-й день 170. Это, видимо, я на другой планете был, там тарифы другие совершенно. Это я вернулся снова на первую планету, здесь опять небольшой счет. И нормально, в принципе. Годнота. Соответственно, оставшиеся денежки мы покупаем булочки. Можно много купить булочек. И ингредиенты. В основном на первой планете кушают помидорки, лучок, сыр и так далее. Соответственно, на второй планете... Так, оставшиеся денежки мы обязательно кладем в сейф, который сохраняет деньги после того, как мы помираем. А помирают, на самом деле, здесь очень-очень часто. Честно скажу, очень часто помирают. Так, ну, в общем-то, и все. Особо об игре рассказывать нечего. Что тут у нас? Что за фигня? Начать сессию заново, боже мой, зачем? Нет, не надо. Это мы можем посмотреть просто, что у нас в холодильнике есть, какие куски мяса. Причем даже приготовленное мясо заранее можно приготовить, пожарить его и впоследствии уже выкладывать пожаренное, просто разогревая его на столе подачи. Ну а соусы, как я говорил, это небольшие добавки, которые можно класть в бургер, чтобы после того, как бургер съедят, посетители хотели покурить в туалет или там, не знаю, еще что-то вдруг начинает хотеться. Тут есть целая инопланетянопедия, вот так вот, как Википедия, только инопланетянопедия, в котором можно посмотреть про все про наших посетителей. К чему они иммунны, какое предпочитают они кушать мясо, какие они любят занятия, чем они вообще занимаются. Это можно делать самостоятельно, можно добавлять информацию об этом, но также можно покупать всю информацию целиком. Заплатив всего, по-моему, 100 баксов, полностью будете знать о расе пришельцев. Все. Вот, кикер это что-то типа... это полиция, господи, это полицейские. Вот такие вот полицейские здесь. Вот такие выбивалы, это такс-коллекторы. Ну, остальные это все просто пришельцы различные.
Вот такие вот они страшненькие. Вот это воришка из конкурентной компании, которые тоже открыли бургерную космическую. В общем, довольно интересная игра. Честно скажу, у меня на нее ушло, ну, в сумме, наверное, слушайте, часов 10, прежде чем я начал потихоньку остывать. То есть, реально, вы можете на нее подзастрять несколько вечеров точно. Потому что, блин, интересно. Честно скажу, интересно. На этом все. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик обязательно. И для поддержки присылайте донатики. Ссылка на донатики в описании. Донаты идут обязательно на стрим. Они обязательно там будут отображаться, но присылайте их сейчас. Ясненько. Ну, собственно говоря, и все. Всем спасибо за просмотр. Ваш Тетра. Пока-пока.